В купе первого класса роскошного поезда Pacific Star, следовавшего из Сиэтла в Сан-Франциско, царила спокойная и размеренная атмосфера. Среди пассажиров находилась Сара, молодая женщина около 35 лет, которая путешествовала вместе со своим 5-летним сыном Джейсоном. Она везла мальчика на важный медицинский осмотр. Джейсон страдал редким заболеванием, и эта поездка была решающей для его лечения. Главной проводницей на этом рейсе была Линда, женщина 40 лет, известная среди коллег как лучший сотрудник месяца. Но в этот раз она испытывала особое давление. По слухам, среди пассажиров втайне присутствовал один из топ-менеджеров железнодорожной компании, который проверял качество обслуживания. Когда Джейсон по невнимательности пролил немного сока на столик, Линда подошла и холодно сказала: «Пожалуйста, следите за ребенком, это не место для игр». Ее резкий тон привлек внимание других пассажиров. Многие удивленно посмотрели на происходящее. Сара попыталась успокоить сына и убрать разлитое, но Линда продолжала говорить строгие и немного уничижительные слова, намекая, что подобные пассажиры портят атмосферу в вагоне, предназначенном для настоящих клиентов. Напряжение в купе усиливалось. Некоторые пассажиры встали на защиту Сары и Джейсона, выражая свое недовольство поведением проводницы. Ситуация накалилась, когда Майкл Харпер, пожилой адвокат, путешествовавший неподалеку, громко заявил: «Это неприемлемо оскорблять мать и ребенка. Такое поведение противоречит правилам компании». Его поддержали другие пассажиры, а несколько людей начали записывать происходящее на свои смартфоны. К вагону подошел старший менеджер поезда, господин Роберт Мейсон. Услышав рассказы пассажиров и увидев расстроенного мальчика, он сразу потребовал объяснений у Линды. Та пыталась оправдаться, но пассажиры по очереди вспоминали случаи ее грубости в ходе поездки. Тогда Сара тихо, но твердо попросила извинений перед ее сыном. Линда лишь отвернулась, не желая признавать свою вину. Тогда Роберт Мейсон заявил, что Линда будет отстранена от службы на время расследования. Когда поезд прибыл в Сан-Франциско, пассажиры вышли, а Линда осталась на платформе, осознавая, что из-за своей гордыни и отсутствия терпения потеряла репутацию, над которой работала много лет. Позже в вагоне разнеслась новость, что Сара, известный журналист, специализирующийся на правах пассажиров, уже готовила статью о случившемся. Эта история стала уроком для всех работников сервиса, вне зависимости от наград и звания. Одно невнимательное слово или жест может разрушить доверие и уважение, которые строятся годами. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.